Леша, а у нас бензопила почему не работает? Вы же хотели реальный фильм снимать. У дятловцев вообще печки не было. Да похуй, я без печки буду спать, вот испугал. Вообще ни разу не испугал, блин. На Борисмак, дроп в поле, перевал Дятлова, прием. Мы остаемся в девятером, как дятловцы. Пройдите свой путь, друзья. Лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать. Мы выдвинулись на перевал Дятлова. Температура за окном опустилась до 35 градусов. Предварительно вчера мы забросили часть снаряжения на место нашего будущего лагеря, палатку, печку и часть дополнительного оборудования. Экспедиция на снегоходах – это не упрощенный вариант, где преодолеваешь быстро большие расстояния. Это отдельный вид туризма со своими особенностями и проблемами. Как сказал один из наших участников, в этой экспедиции сломалось все, что может сломаться, кроме людей. На перевал Дятлова поедет вся группа, но дальше в лагере останется всего 9 человек. Остальные вернутся на базу Ильича и будут следить за домом и снаряжением, которое мы там оставили. Наша группа ставила перед собой несколько целей и задач в этой экспедиции. Зайти на перевал Дятлова 23 февраля и разбить лагерь рядом с ним, а также развернуть радиосвязь и выйти в эфир. Самая главная цель была достичь вершины горы Атартен. Мне же еще было интересно, как поведет себя одежда, поэтому не терпелось проверить ее в условиях уральских морозов. Уже почти выбравшись из леса, мы встретили на своем пути заброшенный вездеход, который здесь стоит, по моим ощущениям, уже месяца 2. Скорее всего, кто-то из богатых туристов оставил его здесь, не найдя способа вытащить его из глубокого снега. Снегоход стоит и ждет своего часа, пока кто-нибудь за ним вернется и отвезет его обратно домой. Меня же это натолкнуло на мысль, что дальше техники путь закрыт, и перевал Дятлова как бы нам намекает, что, ребят, технику вести не надо. То чувство, ребята, когда вы можете отслеживать качество и красоту леса. Эта красота видна невооруженным глазом. Если вы видели, когда мы проезжали старый лес, то сейчас он стал гораздо меньше. Деревья имеют не такие ярко выраженные макушки, а самое главное, это был кедровник, да? Там был кедровник? Да, и кедровник мы уже проехали, и сейчас остались, значит, вот такие вот маленькие деревца. Ветер их потихоньку уничтожает, однако они молодцы и держатся. Что самое странное, мы ни разу на протяжении всей экспедиции не слышали пения птиц. Постоянно встречали следы зайцев и пару раз видели соболей. Итак, наша группа почти подъехала к перевалу Дятлова. До точки конечной, до нашего лагеря осталось буквально пару километров. Это Леша, он рулит. Не забывайте подписаться. Мы добрались до нашего лагеря под перевалом Дятлова. Пока здесь стоит одна палатка и наши снегоходы. Сейчас отцепляем сани от снегоходов и двигаемся на перевал Дятлова.
Надеюсь, успеем, пока солнце еще не село, хотя оно уже скоро скроется за горизонтом. Здесь открываются потрясающие виды. Я не знаю, как и передать их, потому что наша камера, которая могла их запечатлеть, она, к сожалению, сломалась. Но мы постараемся сейчас запустить дрона. И если все получится, вы увидите тоже, что вижу я. А пока могу показать вот это. К лагерю под перевал Дятлова мы добрались уже ближе к вечеру. Место было выбрано идеально. Чистая снежная ровная площадка окружена вокруг карликовыми березами, откуда открывается замечательный вид на долину. Самое главное в любой экспедиции – это путь, который ты прошел вместе со своими друзьями, со своей командой. Те впечатления, которые ты получил. Поэтому перевал Дятлова оставил у меня только самые приятные воспоминания. Достижение цели – это всего лишь бонус, который ты получаешь, пройдя свой путь. Друзья, мы добрались. Мы добрались до перевала Дятлова. Да, конечно, не сказать прям, что у нас было прям очень сложно это сделать, но я бы не сказал, что это было и легко. Потому что погодные условия, как все мы знаем, вносят свои корректировки. А еще скоро уйдет солнышко, и нам предстоит здесь ночевать в невероятно низких температурных условиях. Я надеюсь, что сегодня, конечно, ночью потеплеет и не будет минус 50. Но никто не застрахован от этого. Ребят, вы только посмотрите. Вы только посмотрите на это. Когда я говорил, что не стоит сюда ехать, я был неправ. Серьезно, вот, я был неправ. Сюда обязательно стоит приехать, чтобы это все увидеть. Но самое главное, ребят, выбирайте погодные условия, чтобы они были не такие экстремальные, как у нас. И относитесь к своему снаряжению со всей доскональностью. Тщательно подбирайте, чтобы оно вас не подвело. Чтобы вы могли спокойно, без всяких экстремальных ситуаций, добраться до сюда и увидеть то же, что вижу я. Хочу сказать только одно слово. С нами Бог. Если с нами Бог, значит с нами победа. А победа будет только тогда, когда все будут работать как одна слаженная и целая команда. Я всем желаю, чтобы у вас в жизни случились такие же прекрасные люди, которые сегодня вместе здесь со мной. И я счастлив до слез. Но плакать нельзя, потому что слезы мерзнут. Да, слезы замерзают. Братья и сестры, вам всем доброго здоровья. Самое главное, ребята, это команда. Без команды это все невозможно. Не рискуйте и не будьте героем, не лезьте в это в одиночку, потому что это действительно опасно. Это по-настоящему опасно. Мирно! В честь 23 февраля и столетия Генерального штаба флаг Центрального округа предоставляется право поднять отцу Игорю Шестакову и казанцеву Руслану.
Как только мы выехали на возвышенность, все сразу стало понятно. Путь на Атартен закрыт. Сильнейшие ветра, которые дули на перевале Дятлова, не оставили совершенно снега. Под ногами были только голые камни, которые могли поломать технику. Поэтому руководитель экспедиции принимает решение не рисковать снегоходами, доехать до перевала Дятлова и обратно вернуться в лагерь. Итак, на данный момент время практически 8 часов. За бортом уже ничего не видно. Часть группы уезжает обратно в дом Ильича. Поэтому мы остаемся вдевятером, как дятловцы. Вы же хотели реальный фильм снимать. Дятловцев вообще печки не было. Да, ты думаешь, ты меня испугал? Я печки короткой пилой пилить буду. Вообще Нет, не ты будешь испугал. спать без печки. Да я без печки буду спать. Вот испугал. Вообще ни разу не испугал, блин. Нашел. Мы тут не дачники. Мы, блядь, знаем, что такое в мороз. Да, Леха? На месте стоянки весь вечер проходили странные и необъяснимые вещи. Начиная с того, что произошел конфликт между участниками, хотя до этого все шло гладко и разногласий не было. Заканчивая тем, что снились очень странные сны, причем похожие друг на друга. Ой, качающиеся деревья, как черви, качаются, пройти не дают. Потом снегоходы, а перед ними бегущий человек, только коленки в обратную сторону. Потом всякое деревья, чуть выше них человек к нам наклоняется, нас рассматривает. Возможно, в этом месте действительно есть что-то мистическое. А как думаете вы? Р8 АБХ, перевал Дятлова, район перевал Дятлова, работает станция. Радио 8, Анна, Борис-знак, дробь поле. Радио 8, Анна, Борис-знак, дробь поле, перевал Дятлова, прием. Р8 АБХ, перевал Дятлова, район перевал Дятлова, работает станция, прием. Я перевал, готовим эвакуацию. Ориентировочное время прибытия 22:00. Запас еще 2 часа. В случае невыхода на связь 24:00. Выдвигаетесь навстречу, как принято. 24 контрольное время, идем навстречу. Правильно? Да, все верно, спасибо. Отбой, следующий сеанс связи через час 13:00. Будет более точно известно. Все, конец связи. Ребята, 24 февраля мы встречаем на перевале Дятлова. Ночь, конечно, выдалась у нас не без приключений. Мы так и не смогли нормально запустить нашу печку. Она только дымила, вся палатка была в дыму, дрова толком не горели, не грели. Пришлось ее вытащить на улицу и устроить себе полухолодную ночевку. В целом спалось, конечно, хорошо. Никто сильно не околел, потому что снаряжение, мы были готовы к такому. Мы были готовы, что, возможно, нам придется останавливаться в непредвиденных местах и где не будет возможности расставить палатки. Поэтому снаряжение подбирали со всей тщательностью. И я, ребят, вам тоже советую, если вы собираетесь в такие экспедиции, не первый раз уже говорю, нужно подбирать снаряжение и быть готовым к любым условиям. Нельзя надеяться на какие-то блага. Если идете с палаткой, с печкой, то обязательно надо быть готовым к тому, что будет холодная ночевка. Потому что много какие группы ходят в надежде на палатку, а в результате получается, что по какой-то причине либо печка не горит, либо палатку не удалось поставить, и приходится ночевать в полевых условиях, и люди получают обморожение, а это эвакуация, это спас работы, и это никому не нужно. Поэтому, ребят, всем доброго утра, и мы пошли дальше.
яма, которую мы вырыли, где-то 2,5 метра, и до конца мы так и не дошли. Надеюсь, резинка не разболтается, Да не нет, размерзнется. нет, не должна. Ну, даже если она и разболтается, она недалеко убежит и останется где-нибудь здесь рядом с деревом. Я ее расположил специально, чтобы не было заметно с дороги, чтобы никто случайный прохожий это не подобрал. Надо Поэтому, было еще дальше, мне ребят, у вас есть все шансы получить этот небольшой бонус, когда вы придете сюда и будете наслаждаться своей экспедицией и этими прекрасными видами. Еще раз повторяю, ребят, будьте готовы и подбирайте снаряжение грамотно. А еще, ребята, простите нас, пожалуйста, за то, что мы крепим дерево на дерево вот этот подарок именно сейчас, вот в таком виде. Сейчас я покажу ноги Алексея и покажу подарок, чтобы вы понимали. Давайте еще раз, Леша, еще раз ноги Леша. Чтобы вы понимали, когда вы будете брать этот подарок, и если вы окажетесь здесь весной, то да, Вы будете вот так вот его искать? обращайте внимание на макушки деревьев, потому что сейчас мы находимся в районе 4 метров от земли. Но, пожалуйста, ребят, не рубите это дерево. Да, рубить не надо. Оно все равно, скорее всего, не будет гореть. А зачем портить природу, если можно обойтись без этого? Поэтому пройдите свой путь, друзья. Понимаешь, руками тут машет, что-то показывает. Я думаю, Дамир хотел сказать, ребят, если вы все еще не подписались на наш канал, то самое время это сделать. Потому что у нас будет еще много-много такого всего интересного. Много экспериментов, много путешествий. И все будет офигенно. Поэтому ставим колокольчик, подписываемся на канал и отправляем ссылочку друзьям. Порядок действий при опрокидывании. Берем его. И концуем. Переворачивай.